Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую всех вас. Приветствую всех учителей вальдорфских школ, где бы они ни были бы. Я очень рад тому, что такая активная, интенсивная работа вами ведется. Не всегда она может быть очень приятная, много вопросов личного характера, вопросов, которые связаны с коллегией, с детьми, да, приходится преодолевать как на коллегии, так и в каждодневном нашей профессии, да, вот. Но все равно это окупается. Окупается, когда мы действуем, исходя из духа времени. Тогда это окупается. Все, что мы можем делать хорошо, и это будет иметь позитивное влияние, то же самое можно делать и плохо, тогда это будет негативное влияние иметь. Да? То есть вот эти две стороны, они всегда там присутствуют. Но мы всегда стремимся, конечно же, к тому, чтобы максимально, не просто отдать себя максимально, а максимально в правильном направлении отдать себя. Да? То есть самоотдача, она всегда должна сопровождаться самопознанием. И познанием того, что лежит в основе сегодняшнего периода времени, эволюционного развития, культурной эпохи. Это должно обязательно сопутствовать этому делу. Вот, Штайнер, первый доклад, значит, у нас вторая встреча, но первый доклад, первая встреча была связана с введением. Первый доклад, он касается, если мы вот так обобщим большей частью, о выстраивании правильных отношений между учителем и учеником. Да? Это самое важное. Вот. Но интересно, что надо сделать для того, вот это вот очень интересно, какие же дает Штайнер методы, основы, что же надо сделать для того, чтобы правильно, да, выстроить отношения с учениками. Вот об этом будет идти сегодня речь. И начинает Штайнер как раз с того, что он, ну это понятно, это школы тогда еще вальдорфской не было, это вот только-только она сейчас создается, 1919 год, вот, август месяц. И поэтому, конечно же, очень торжественно это все происходит. И в этот очень важный момент Штайнер как первое указывает на то, ребята, откуда вы берете право преподавать, откуда вы получаете задачу преподавать, откуда это идет, кто работодатель ваш. И он указывает на ангелов, на архангелов, на архаев. То есть третья иерархия, духовный мир, духовные сущности, это они являются работодателями. Все остальные – это люди, которые помогают, чтобы вот эти импульсы, которые от них исходят, да, были бы восприняты и потом внедрены бы в жизнь. Это значит, нам надо будет позаботиться и о том, чтобы время от времени, вот в течение этих 14 последующих встреч, но и после этого, конечно же, всегда надо стремиться время от времени находить такие моменты, когда мы можем все больше и больше расширять диапазон нашего восприятия в сторону сверхчувственного мира. Потому что эти ангелы, архангелы и архаи, они там действуют. Они там живут. И, в принципе, это и есть особенность человеческого такого развития, да, чтобы он вначале определился бы с окружающим миром, с природой, потом он начал бы больше обходиться и взаимодействовать с людьми. Да. Сейчас вот в этой критической фазе мы сейчас находимся, понятно, вы видите везде, вокруг, насколько сложно, чтобы человек человека понял бы. Да. И как помогает, когда кто-то кого-то поймет. Это очень помогает. Вот. И следующая фаза, когда человек уже научится самостоятельно, сознательно содействовать и осознаваться, и сопереживать, и совосприниматься, да, с духовным миром. Чтобы пиршество, да, было бы не только среди людей, а чтобы на этом пиршестве, да, как тамада, тоже сидела духовная сущность. Чтобы
все больше и больше познавать не только особенности человеческого развития или общечеловеческого развития, но и особенности духовного мира, их принципы развития тоже. Да? Какова, скажем так, биография, например, ангела, архангела и тому подобное. То есть к чему он стремится, какие особенности он имеет. Вот это долгосрочная, я понимаю, да, тема. Но все равно, если мы не будем иметь какую-то перспективу, мы не будем знать, зачем мне сейчас вот конетелиться и чем-то заниматься вот этой билибердой. Да? Нет, она будет билиберда, если вот этой цели нету. А если вот эта цель есть, то, во-первых, я понимаю, откуда я пришел, да, кто мои родители, что не орангутанги и шимпанзе и гориллы, а духовный мир – это он нас всех породил, и гориллы, и берез, и Миш, и Гриш. Да? Это он породил. Но в отличие от березы и гориллы, люди могут самосознаваться. И они могут самопознавать. И потом познавать все остальное. Вот это золотая нить. И вот это познание всего остального из близкого окружения, конечно же, начинается. Из того, что я держу в руках, что окружает меня физически. Но потом двигается в направлении как раз от чувственного к сверхчувственному. Вот об этом, значит, вот в самом начале Штайнер говорит, он говорит, что вот в ваших отношениях вы это всегда должны понимать. Вы учителя. И вы должны понимать, что те, кто вам дают вот эту задачу преподавания, да, те, кто вас наполняют импульсами, интуициями, инспирациями, да, имагинациями, это духовный мир, это духовные сущности. Это ангел за вами стоит. За каждым из вас. За каждым из вас стоит ангел и дает вам что? Силу. Какую силу? Вот они как раз дают силу жизненных сил. Они дают силу того, чтобы у нас была бы возможность сквозь эти тернии, сложности каждодневной педагогической работы идти дальше. А за счет чего она будет? Только за счет того, что у нас будет понимание вот этой миссии человечества, а именно познать духовный мир. Она меня наполняет, она мне вселяет силы. И благодаря как раз деятельности ангелов у нас появляются в нужное время вот эти вот необходимые нужные имагинации, которые нас насыщают, которыми мы тоже питаемся. То есть наш дух питается имагинациями, душа питается переживаниями, да? Тело питается химическими субстанциями и эфирными силами, жизненными силами. Вот. Но это питательное вещество, да, то есть имагинации, которые нам дает и вписывает в наше астральное тело наш ангел, да, это очень важная составная нас самих. И вот. Поэтому Штайнер как раз делает вот такую точку, да, то есть есть записи присутствующих, вот, и они для себя вот эти рисунки, значит, зарисовали. Точка. Это значит индивидуальность. Это значит один. Я один, и у меня мой собственный ангел-хранитель. И он мне дает это, ну, конечно же, только тогда, когда я с ним тоже работаю. То есть, когда я стремлюсь его познавать. А не говорю, что, слушай, ты лей, пожалуйста, сюда побольше информации, да, сливай сюда в меня, а от меня не требуй ничего. Да, со мной как бы я сам разберусь. Это всегда взаимодействие, это всегда коммуникация в обе стороны. Вот. Затем он говорит, что это архангелы, говорит. Они нам, говорит, дают мужество. Они дают мужество, он рисует, значит, поле, вот это такой круг, да, это точка и круг, это очень знаменитая, скажем так, я бы даже сказал, прообраз, да, всей эволюции, всего развития. Вот. И тут он рисует, значит, отдельных сотрудников, да, и говорит, что вот архангелы этим и занимаются. Они от одного к другому переносят то единое, что нас объединяет. То есть единые устремления. Теперь надо спросить в коллегии, да, насколько явно проявляется единость стремлений.
вот эта целеустремленность обычно в коллегии, да, у группы из 5-6 людей одна, у 7-8 другая, из 3-4 третья тоже. Всегда будут какие-то индивидуальные особенности, но даже у них, у всех мы должны стремиться, то есть не выгнать их, да, и запереть школу, для них нет. Раз они пришли, значит какая-то судьба. Не у всех одинаковая она. И от них не надо избавляться. И отпочковываться от школ тоже не надо. Надо иметь мужество. Вот это мужество. Да? Тут у нас сила, а тут у нас мужество. Мужество остаться в том окружении, где сейчас я работаю, и содействовать с другими людьми. А не думать, что я создам вот эту, то есть социальное окружение, группу людей, а сам буду всегда вот таким. Нет. Эта точка должна научиться жить в кругу. Не только вне круга. И потом вокруг себя, да, создавать свой, как центра, создавать свой круг. Нет. Это человеческий подход. А здесь вопрос уже стоит по-другому. То есть мы должны постепенно осознавать себя содеятелями с духовными существами, а не только с людьми. Но сквозь этих людей проявляются духовные сущности, это да. Итак, надо стремиться вот в этой коллегии, какой бы она разношерстной ни была бы, надо стремиться не, скажем так, заливать масло в огонь и еще больше конфликтной ситуации, а стремиться, учитывая эту конфликтную ситуацию, находить общий знаменатель. Находить то общее, что и было бы, да, объединяющим нас стремлением. И вот в такую, да, субстанцию вырабатываются архангелы уже. И они создают потом уже вот эту чашу, да, которая помогает нам уже не индивидуальные какие-то иметь информации, да, а общие уже. То, что нас объединяет, то, что нас движет. Каждого в индивидуальном ритме, скорости, там, темпе, да, но все равно мы идем в этом направлении. Никто куда хочет, как лебедь, рак да щука, нет, а в едином направлении. Вот это мужество остаться в группе, не отпочковаться, да, не создать какую-то карциномную, раковую какую-то особенность, да, обособленность. Нет. А жить в сообществе. Не теряя, конечно же, своего индивидуального качества, но индивидуальное качество должно обогащаться за счет того, что я новые качества вырабатываю в взаимодействии, в соотношении с другими. Только вот в этом взаимодействии возможно выработать эту социальную, ловкость социальную. Вот мы должны ее там выработать. Да, один в келе я социальную ловкость никак не выработаю. Вот и третье, значит, оно связано уже с архаями, то есть сущностями, которые не групповую структуру людей как бы ведут и заботятся о них, а общечеловеческую, которая связана уже с неким периодом времени, с некой эпохой. И они уже, да, и, там и рисунок тоже, тоже другой, да, они как бы, это их сущность, да, но вот сейчас мы находимся вот тут как бы, вот мы тут находимся, да, и тут они проявляют из всего своего существа только какую-то частность, которая, да, то есть можно было бы сказать, что вот эти сущности времени, да, а это уже пространство, вот. И они для этого периода какого-то, да, сегодняшнего, там имеется в виду культурная эпоха, душесознательная, которая в 15 веке началась, вот, и будет длиться 2160 лет. Вот в период этого исторического развития человечества смыслы, цели для развития, да, задачи этой культурной эпохи, они исходят не от архангелов и ангелов, они исходят от архаев. И мы должны знать эти задачи. Мы должны знать особенности духа времени. Вот. Это вот первое, с чем Штайнер знакомит, значит, слушателей. И
встает, конечно же, вопрос, а что же является целью, что же является задачей. В данном докладе Айнштейн об этом не говорит, что является задачей. Он говорит, что является особенностью времени, в котором мы живем. Да, то есть он смотрит на проблемную сторону. И потом старается через описание правильной педагогики, да, так подойти к этой проблемной теме современности, чтобы ее преобразовать. Вот что он делает. Вот. Особенности, я коротко просто скажу, особенности данной или задачи, точнее, да, то есть особенности, он будет говорить еще об этом. Задачи данной культурной эпохи, в которой мы живем, да, их две центральные. Это первое, познать внешний физически окружающий нас мир таким образом, чтобы мы могли бы его одухотворить, довести его, вот то, что мы воспринимаем, до прообразов, до профеноменов и потом до прообразов. То есть то, что сделал Гёте, то есть то, что сделал гётеанизм. Это первый шаг, да, задачи. Вот, задачи эпохи. Души сознательной. Первое, значит, познать внешний мир так, чтобы были ясны взаимосвязи между отдельными явлениями, феноменами, и познать их профеномен и прообраз. То есть я подытожу, это гётеанизм. Это вот первое. Второе, то, что надо сделать, то, что является задачей, это создавать, учиться, упражняться в создании свободных имагинаций, самостоятельных имагинаций. Не тех имагинаций, которые нам даровали боги, да, когда мы формировали, например, мифологию. Нет, самостоятельные, новые имагинации. Вот то, что делает, например, Михаил Энде, писатель. Да, он создает новые имагинации, и они правильные. Да, вот об этом идет речь. Не какие-то иллюзии создавать, фэнтези и тому подобное. Да, это негативная сторона этой задачи. А правильная сторона, например, да, она вот у как раз Михаила Энде. Джим Кнопф, там, бесконечная история и тому подобное. Вот создание новых самостоятельных имагинаций. Это две задачи, о которых Штайнер в нескольких других докладах рассказывает в связи с рассмотрением задач духа времени и таких сущностей, как бодхисаттвы. Вот. В общем человековедении он указывает не на эти задачи, а на особенность эпохи. Вот. Поэтому я ее напишу сейчас другим цветом. Вот. Особенность эпохи души сознательной. И он говорит, эта особенность заключается в том, что человек все делает из эгоизма, большей частью. Да? То есть всегда есть, конечно же, исключения, но сейчас идет об особенностях речь. И ссылается как раз на то, что происходит даже в отношении духовных областей, религии, например. Рассмотрение религиозное, да, часто ведется, не всегда, не везде, но часто ведется в направлении того, что если ты сейчас немножко поднатужишься, да, то после смерти тебя ожидает хорошая жизнь. Сейчас немножко от кое-чего надо будет отречься, так, жизнь вести по-другому немножко,
все будет тогда хорошо. То есть попадешь в рай. И этот человек, исходя из того, что он сейчас развивает вот это вот «я», да, он не хочет себя терять, он не хочет гореть в аду, он хочет сохраниться в раю. Да? И на этом принципе зиждется большая часть религии. Вот. Другой аспект, он уже заключается в том, что я не только на это смотрю, на это тоже надо смотреть, да? Но я буду смотреть и на то, что предшествует моей жизни здесь на земле, а не только то, что после жизни на земле происходит. И вот если я буду смотреть на то, что предшествует, да, то есть особенность, вот она, это жизнь на земле, да, и особенность это то, что я, да, эго, и все пропитывается соками эго. И, как правило, да, мы смотрим только на то, что происходит здесь на земле, мы должны здесь чего-то достичь, и время от времени нам говорят, да, для того, чтобы здесь что-то достичь, да, стоит, да, чтобы не потерять там себя, да, стоит есть на земле, тоже заняться немножко другими темами. Да, и тогда мы сохраним здесь сохранение сознания и после смерти. Вот. И Штайнер говорит, что важно посмотреть и на то, что предшествует. Вот оно. Что же тут происходит? И тут происходит то, что духовный мир формирует нас. Что духовный мир вместе с нами формирует наши задачи, цели нашей жизни. Целеполагание происходит там. И вот этот мир, да, до рождения, мы находимся в духовном мире. То есть сделать интересным не только мир духовный после смерти, а и мир до рождения. Тоже сделать интересным. Тоже задуматься о том, что же там происходит. И вот Штайнер как раз описывает, что любой человек, когда он рождается, он, в принципе, рождаясь из духовного мира, он состоит из духа души. И ребенок, в принципе, да, можно будет его рассматривать как двоякое существо. Оно имеет духовно-душевное, с одной стороны, да, то, что ребенок приносит с собой, да, из духовного мира. Вот. Приносит с собой. И телесно-физическое, вот оно. То, что дают родители, да, наследственность. И вот задача преподавания будет как раз в этом и заключаться. Привести в гармоническое взаимодействие и взаимосвязи духовно-душевное, которое не сходит, с тем телесно-физическим, да, которое ему дают родители, которые уже тут на земле живут. Вот это будет являться задачей педагогики. Вот. И Штайнер говорит, что самое важное, самое первое, с чем мы вообще связываемся вот с этим физическим и телесно-физическим, да, окружающим физическим миром, это дыхание. Поэтому необходимо вот это дыхание, да, как раз максимально привести в гармонию. Вот. И теперь в каком направлении это должно идти? Об этом сейчас говорит тоже Штайнер. Я на секундочку это стиру, да, и продолжим. Итак, в каком направлении как раз должна происходить вот эта гармонизация дыхания. Вот. И прежде чем указать об этом, Штайнер, конечно же, рассматривает контекст. Да. И контекст он следующий. Надо понимать все существо человека. Все существо человека. И, между прочим, вот тема сегодняшняя какая, значит, выстраивание правильных отношений между учителем и
учеником. И основа для этого со стороны учителя заключается в том, чтобы у него было бы правильное понимание сущности человека. Поэтому что она говорит вот эту антропософскую, не какую-то другую, антропософскую антропологию, то есть понимание человеческой сущности с точки зрения антропософии. Вот что нам надо развивать. И поэтому откровение о человеке, вот сейчас Штайнер, значит, он говорит об этом, он говорит о том, из каких составных состоит душа, из каких составных состоит дух, из каких составных состоит тело, из каких составных состоит физическость. Вот. Итак, дух, то есть у нас сейчас пойдет целый ряд троичностей. Да? Дух, вот, душа, тело и физическость. Вот. Дух, он состоит из духовного начала, самосознания, из самодуха, то есть из той инстанции, на основе которого я могу познавать не внешний мир, да, а могу познавать мир сверхчувственный тоже, мир духовных сущностей. Вот это вот благодаря как раз самодуху. Самодух действует в нас, и у нас в человеке порождает такую способность, чтобы мы начали бы вначале себя самого осознавать. Потом окружающий мир, и потом уже, вот сейчас там мы находимся, не только людей, но еще и сверхчувственных сущностей. Вот первая инстанция, которая вот этой способностью владеет, да, но пока нами еще, может быть, нашим обычным я, да, пока еще не поймана, да, не пробуждена, скажем так, в обычном сознании. Да, вот это и есть самодух. Самодух. Следующее – это жизненный дух. И затем идет уже духа-человек. Духа-человек – это тот вид состояния человеческого существа, да, когда он уже сотрудничает с богами. Да, то есть сотрудничать с богами – это значит, вот я уже указывал на это, да, то есть когда я могу творить не только культуру, но и природу. Я сотрудничаю с богами на равных. Это такой уровень человека, да, когда он уже активно содействует с духовным миром на всех уровнях. То есть вот как раз о том, что я говорил, что человек создает не только, как сейчас, культуру, технику, да, но и природу. Да. Вот это уже есть этот уровень, когда я могу творить природу, когда я могу приходить в трудную минуту, да, к человеку и помогать ему, когда я не только просто советом, да, а вот своей сущностью, да, то есть духовные сущности тоже в трудную минуту приходят к человеку, да, и помогают ему. А вот потом уже человек будет иметь эту способность делать это, брать судьбу другого человека тоже на себя. Да, это вот сейчас мы находимся вот в динамике, которая в этом направлении идет. Вот. Душа. Душа – это все то, что связано, мы можем сказать, самая такая вот примитивная, первичная форма души – это когда я начинаю себя ощущать, оторвался от природы, не ощущаю себя ведомым каким-нибудь событием во внешнем мире. Нет, а я сам уже отделился, отпочковался. И вот часть, да, осознающаяся во мне души называется душа ощущающая. Я ощущаю самого себя. Да? Душа ощущающая. Когда я уже начинаю не только ощущать себя оторванным или отделенным, или отошедшим от внешнего мира, да, обособленным, но я уже начинаю на этой основе что-то планировать, размышлять и тому подобное. Да? Я упражняюсь в рассудочности. Вот раньше рассудочность шла от богов, но постепенно потом переходит в руки человека.
да, и пробуждается у него это вот как раз душа рассудочная. Она как раз была активной, да, ведущей, центральной задачей у всего человечества как раз до 15 века, до 15. А после 15 века рассудочности теперь уже должна прийти новое качество. Тоже вначале оно у нас было от богов, но теперь оно все больше должно становиться особенностью человека. Это разум. Не рассудок, а разум. Разум это всегда связан с этикой. Рассудок нет. Вот генная инженерия, да, на уровне рассудка, она сейчас вот проходит. Это юриспруденция сегодняшняя, да, правовая система. Это все на уровне рассудка. Там этики нету. Да? Вот следующий шаг в развитии культуры и всего человечества, да, заключается в том, чтобы мы впитали бы в себя качество нравственное, впитали бы в себя качество разума. Да? И вот это уже душа разума или самосознающая. Самосознающая себя не только как часть плоти, а как раз как тоже духовное существо. Только тогда это самосознающее. Вот. Телесность, она связана с у нас телесностей, исходя из антропософской антропологии, да, 3. То есть у нас есть астральная телесность или ощущающая телесность тоже, да, можно сказать, эфирная телесность, вот, и физическая телесность. Вот, и эта физическая телесность, вот она, да. Теперь эта физическая телесность тоже рассматривается в троичном ракурсе, и Штайнер говорит, что с нею ребенок уже связан в эмбриональном состоянии в животе матери, с этой физическостью. И она состоит, значит, уже из животного, из растительного, то есть все, что связано с обменом веществ, метаболизмом, да, растительного и минерального. Вот. И вот к этой троичности, да, прибавляется еще с точки зрения, значит, вот этой физическости, да, прибавляется еще и то, что у человека, да, вот, у него есть, чисто физиологически, если смотреть, нечто такое, что связано с животным. Только у животного есть, у растения и у минерала этого нету. Чего нету? Нету нервной системы. Это значит, первое, это нервная система. Вот. Второе, что присутствует уже как у животных и человека, так и у растений, это все, что связано со светом, с воздухом. Да? Вот. Это, значит, вот тут у нас дыхание. Дыхание, кровообращение тоже. То есть у растений нету крови и его обращения, но есть соки и их обращение. Да? А у человека и животных есть тоже кровь. Вот. Жидкость имеется в виду тут. И потом третье, это значит вот минерал. Да? И минерал, он уже этого всего не имеет. Да? Он имеет более твердую структуру. Но любой минерал тоже формируется, исходя из вначале первичное состояние, это жидкость. Да? То есть это уже обмен веществ. Обмен как раз вот этих химических. И вот тут Штайнер говорит, что дыхание, да, является первым и основным и центральным функциональным родом деятельности, да, который вот это духовно-душевное, да, вот это духовно-душевное
связывает с физическим миром. Через дыхание. А это происходит как раз, конечно же, дышит ребенок и в утробе матери, да? Но самое важное происходит после того, когда он родился. И когда легкие впервые вдохнули воздух окружающий. Да? И в Грузии этот воздух другой, в Германии другой, в Альпах другой, на Каспике другой и тому подобное. То есть вот эта особенность, да, которая впитывается через воздух, она очень важна. Вот. И тут Штайнер говорит, что мы должны, то есть дыхание настолько, скажем так, многооко, да, многоруко, что она связывается как с нервной системой, вот, да, так и с дыханием, с кровообращением и тому подобное, само собой разумеется, да, это ее самая центральная деятельность, также и с обменом веществ. И Штайнер указывает на то, что вот наша задача, чтобы дыхание связать с нервной системой. Вот. Это является сейчас нашей задачей. Связать дыхание с нервной системой. Способствуя связи дыхания с нервной системой, мы способствуем лучшему воплощению инкарнации ребенка. И когда, например, я способствую, то есть рассказываю о математике, когда я занимаюсь более интеллектуальной деятельностью с ребенком, но эту деятельность я рассказываю ему не только на уровне понятий, да, но стараюсь максимально образно это сделать, и потом это тоже довести до конечности, да, рассказать историю, потом, значит, вот дать это ребенку пережить, сформировать образы, и потом эти образы низвести, как-то удержать это, да, записать это, да, я действую как раз инкарнирующий. То есть мы должны вести себя таким образом, чтобы это не оставалось только на понятийном уровне, да, но уплотнялось бы вплоть до, через переживание, конечно же, да, вплоть до физического какой-то продукта. Это очень важно. Вот это вот первый шаг. Вот. Второе, это первая задача. Педагогическая. Вторая задача заключается в том, чтобы гармонизировать не взаимосвязь между дыханием и нервно-чувственной системой, да, а взаимосвязь между сном и бодрствованием. Это вторая задача. Сон и бодрствование. Это значит, все, что я в течение дня, как опыт получаю во время бодрствования, имеется в виду в первую очередь, конечно же, то, что происходит в себе и в школе. Я должен делать таким образом, чтобы ребенок смог бы этот опыт здесь, на физическом плане, взять с собой в духовный мир во время сна. Потому что вот это как раз душа и дух, они ведь отделяются во время сна и берут с собой опыт. Но не всякий опыт там потом может этим человеком, этим ребенком преобразоваться. Взрослые это легче могут сделать, чем ребенок. Конституция у ребенка просто другая. Поэтому мы чуть-чуть должны помочь тому, чтобы опыт, полученный здесь на земле, ребенок мог бы легче перенести в духовный мир во время сна. Преобразовать его, и вот что говорит Штайнер, вследствие этого преобразования на следующий день он приносит силы. Какие? Это те силы, которые помогут ему стать хорошим человеком. Понимаете, это вот очень важная идея, что от того, как я буду преподавать урок, зависит, сможет ли ребенок преобразовать полученный днем опыт во время сна, ночью. И получить соки силовые, да, на основе этого преобразования, которые помогут ему стать как раз хорошим человеком. Вот какая взаимосвязь, вот какая циркуляция. Вот.
И это второе, да, оно связано с тем, что Штайнер говорит, все, что мы даем как интеллектуально, это действует на верхнюю часть головы, вот тут, сюда, да, нервная система. Но все, что мы делаем на основе искусства, это действует в обратную сторону. Это пробуждает волю. Это значит, вот в этом направлении, да, то есть если я хочу вот так сейчас действовать, это значит, я должен делать это, преподавать, да, все, что я делаю, да, пропитывать искусством. То есть, если я это сделаю, поэтому центральная роль искусства. Если я это делаю, я уже создаю хорошую предпосылку для того, чтобы ребенок пережитый опыт, прошедший сквозь, скажем так, перчатки искусства, да, потому что он стал изобразительным, он подвигался, он слепился, да, то есть он прожился по-другому, эстетически прожился. Вот. И этот прожитый опыт, через руки и конечности прожитый эстетический опыт, он помогает ему легче преобразовать это во время пребывания в духовном мире, во время сна, и получить те силы, которые на следующий день его наполнят. Да? И, конечно же, это те же силы, которые помогают ему формировать в конечном итоге его способности. Вот. Вот на эти два очень важных аспекта указывает Штайнер в первом докладе, и он говорит, что чтобы это все делать, ребята, надо понимать, что вы никогда не сможете это делать, если вы сами это на себе не проделали. То есть, первое, и вот поэтому, по отношению к этому, Штайнер говорит, это центральная задача, да, учитель, сделай что-нибудь сам из самого себя. Ты должен сам себя изменить. Ты должен сам себя преобразовать. То есть преподавание вальдорфской педагогики, то есть учитель вальдорфской педагогики, это не просто номенклатурщик. Это не просто учитель. Это тот, который перед тем, как преподавать другим, преподает самому себе, преобразовывает самого себя. Не только в вальдорфской, конечно же, школе такие учителя. Слава Богу, они есть и в других школах тоже. И некоторые даже, может быть, такие люди не в школах, а где-то в других местах. Дай Бог им счастья и здоровья. Да? Но в вальдорфской школе это центральная задача. Вот, поэтому столько внимания уделяется внутреннему своему собственному развитию, как учителя, внутреннему росту. Да? Не только в направлении изучения того или иного предмета и их глубин, а изменение самого себя, как сущности. То есть эзотерическая внутренняя работа необходима. То есть я бы даже так сказал, необходима для вальдорфского учителя. Вот. Она должна быть второй составной. Вот здесь профессиональная составная, а вот тут внутренняя эзотерическая составная. Они должны идти вместе. И эзотерика заключается как раз вот в этом. Да, ничего здесь зазорного, темного, плохого, я ничего здесь не вижу. Если я работаю над преобразованием своих душевных качеств. Это и есть эзотерика. Вот. И Штайнер вот просто это лапидарно, да, формирует вот в одном предложении. Важно понимать, что человек, учитель, действует не только тем, что он преподает, а тем, что он есть. И потом ставить запятую и говорить, что в принципе вся антропософия, это 19-й год, да, вся антропософия, она создавалась для того, чтобы люди поняли бы эту истину. Что определяющим является не только то, что ты делаешь. Обратите внимание, да, все ведь на делание, это должно быть практически. Не только. Ты должен сам меняться. Вот в этом направлении. То есть вся антропософия, она для того, пишет Штайнер, говорит точнее, чтобы показать, что важно не только то, что делает человек,
но и то, кем он является, что он есть. Вот на этой, значит, патетической ноте я бы хотел закончить сегодняшнюю встречу. Огромное вам спасибо. Сил вам, чтобы вот, несмотря на всю эту повседневку, которая у вас есть, вы еще находили бы время. А Штайнер говорит, что, ребята, 5-20 минут. От 5 до 20 минут. Иногда говорит он даже о 3-4 минутах. Находите время, во время которого вы связываете свои душевно-духовные составные, да, не с содержанием, получаемых из нервно-чувственной системы, а имеющий неприходящий, вечный характер. То есть это может быть медитация, это может быть рассмотрение какого-то произведения искусства, да, и тому подобное. Но делайте это. Даст вам только силы. Так же, как у ребенка, да, который преобразовал, получает эти силы, так же и взрослый получает силы за счет внутренней работы. Огромное вам спасибо и до следующих встреч. До свидания.